Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Тема расклада сегодня такая. Ты скоро узнаешь правду, и назад дороги уже не будет. Вот так решила назвать этот расклад, потому что сегодня с утра карты захотели именно мне сказать: надо знать правду, надо знать правду. Какую правду? Давайте посмотрим в раскладе. Действительно, вот вы нашли это видео, значит, либо дождались этого видео, да, значит, вам действительно что-то надо знать. Ну, считываем карты. Думайте о себе, проговорите свое имя. Проговорите свое имя. Сигнификацию буду делать, да. Но сейчас достану хотя бы одну карту. Почему мне было это послание? Королева жезлов. Ну тогда еще две рядышком. Королева жезлов. Утрата. Утрата жизни, утрата удовольствия. Иерофант выходит. Была какая-то ложь в вашей жизни. И был человек, который не до конца был честен с вами. Вы в какой-то момент начали сомневаться в себе, а не в людях. И это был неправильный шаг по этой карте. Что-то скрывалось от тебя, от вас. Что-то скрывалось. Хорошо, начнем с сигнификации. Эта карта еще и с иерофантом. Это, конечно, сила. Действительно, карты сегодня хотят сказать: скоро ты узнаешь правду. Может быть, из расклада, может быть, действительно карты предупреждают, что скоро придет человек, который что-то тебе важное скажет. Либо еще что-то. Будем смотреть. Будем смотреть. Так, ваша сигнификация. Принцесса жезлов. Король жезлов. Все-таки мужчина. Присутствует мужчина в этом раскладе. Если мужчина, вы смотрите расклад этот, ну, значит, немножечко переиначиваете, да, для себя. Значит, женщина в прошлом что-то сделала такое, что вам, ну, как сгорело что-то, как ощущение вот чего-то нужного, чего-то правильного, оно из-за нее исчезло. У вас, девочки мои хорошие, дорогие, наоборот, как из-за мужчины. Женщина и мужчина. Как будто бы здесь что-то вот такое прям... Что-то вы потеряли. Что-то вы потеряли. А ну, дальше. И пошла трансформация. Очень сильная, необычная. Это 13-й аркан, аркан смерти. Необычная. И да, если вспоминать прошлое, хочется сказать, что я сделала не так. Либо почему именно так со мной. В общем, вопросов много. Но земная власть. Карта земной власти. Знаете что? Вы считаете, что прошлым управляли вы. Но оно само собой управляло. И поэтому вы удивлялись каким-то моментам, каким-то ситуациям. Но почему так, а не иначе? У вас очень много было «если бы». Может, до сих пор. Если бы я вот то, если бы он вот то, если бы она то, если бы я поехала, выучилась, не знаю, там куча всего. Если бы, если бы. Вот здесь четко это вижу. У меня как будто бы в ушах звенит если бы, если бы, если бы. За каждую мелочь. Но по прошлому.
По поводу будущего у вас как земная власть идет, как будто бы в ваших руках уже что-то весомое есть. Но, может быть, вы не замечаете этого? Так что да, прошлым управляли не вы, оно само собой управляло. Здесь реально есть какая-то недосказанность. Здесь реально есть ложь, которая должна была открыться, но не открылась, потому что так надо было в тот момент. Почему? Потому что вы бы потеряли еще больше, чем потеряли. Вы бы потеряли еще больше. Вы чувствовали, вы сомневались и в ком-то, и в себе. Вот в себе нет, это ошибочка, это реально ошибка. Да, видите, как вы себя закрывали этим сомнением. А вот то, что вы в ком-то сомневались, ну вот здесь королева Пентаклей, здесь вы правильно делали. Надо было открывать глазки свои на какие-то сюжеты. Но прошлое само увидело ситуацию и изменило ход событий. Да, многое, что в вашей жизни должно было быть по-другому, но вам судьба, не знаю, предоставила еще шансы, еще дороги, еще возможности, через которые вы именно к своему счастью проходите. Девятка, то есть десятка пентаклей — это богатство, которое какое-то время было закрыто и перевернулось на нужные пути, чтобы вы вышли к своему богатству. Ну, не знаю, можно сказать, и финансовому, но больше как общая жизнь, что богатая, нормальная, насыщенная жизнь, где я живу, я чувствую, я вижу. Вот, но это как бы вот сигнификация ваша. Я живу, я чувствую, я вижу. Придет время, когда вы будете чувствовать какие-то запахи. Я не знаю почему, но мне идет такое, что кто-то из вас не чувствует запахи. Придет время, когда эта повязка сойдет. Но вас судьба направляет другим путем, нужным, сильным, хорошим. Знаете что? Вы бы могли потерять реально больше. Но смотрите, давайте я из мелочей сейчас, да, составлю, хотя это не совсем мелочи, если не, я не знаю, почему я, просто мне идет ответ, не чувствую запахи. Какое-то время, может быть, и оно восстановилось. Может быть, вы до сих пор не чувствуете, но скажите, не знаю, ой, у меня аж мурашки опять. Скажите по картам, вот не знаю, тут такое идет, что скажите спасибо за то, что вы не потеряли зрение, не потеряли, да, не знаю, там, силу в сердце, да, здоровье, там, еще в каком-то органе. Боже мой, спасибо. У меня реально мурашки. Потому что я так сильно чувствую вот эту энергетику сейчас. Да, на какое-то мгновение кто-то из вас терял обоняние. Говорю, может быть, даже до сих пор. Но еще что-то было. Еще что-то было. А давайте, это уже, видите, как сигнификация. Если четко сигнификация, как карты видят вас. Ух ты! Дьявол и верховная жрица. Над головой купол, ну, в смысле ореол, да? И король мечей выходит. Как вас видят карты, и еще и правосудие. Ну, во-первых, вы, ну, на сегодняшний день, скажу так, мужской энергии. Если мужчина смотрите, вы мужчина такой вот, да. Если девочки, женщины, мои хорошие, смотрим, ну, я больше как-то так, да, для женского рода делаю, но корень, общий фон для всех идет 100%. Так вот, у вас тоже сейчас именно мужская немножко энергия преобладает, потому что вы за свою жизнь научились, давайте по мелочам опять, гвозди вбивать, да, и тяжести таскать. Вот, ну вы как коня на скаку остановите, вот так скажу. Но вы знаете себе наконец-то цену и знаете цену своей жизни и правосудию. Вы
вышли или выходите... Нет, вышли уже. Здесь Верховная Жрица после дьявола выходит. Значит, вы вышли из каких-то ситуаций, где действительно как будто бы либо в магии были, либо в каких-то шатких и непонятных ситуациях. После дьявола Верховная вышла. И правосудие — это значит, что вы человек правосудия, и вы достигли, вы такой человек, который реально просто вот молча сделает себе дорогу, молча, несмотря на какие-то обстоятельства, вы все равно идете своей дорогой, своим счастьем. Очень... давайте еще одну карту. Вижу про людей. Есть такое, да. Есть такое, что люди как будто бы вас пытались просто вот как или путь вам переградить, да, или просто вот выкинуть вас с вашего пути. Но вы наверху. Многие из них страдают. Многие из этих людей, которые пытались сделать вам больно, плохо, не знаю, неосознанно что-то может быть, но они страдают. А вы выходите из этой ямы. Вы выходите из этой ямы. Поэтому правосудие и чистота жизни — это вот ваша жизнь, это ваша дорога. Вы победили того дьявола, который цеплялся к вам. Я говорю, может быть, и магия была. Может быть, раз он здесь вышел. Так, дальше. Что вы... Вот я вижу, еще что-то вы теряли. С этими картами. Императрица. Я черный гримуар еще возьму. Его приготовила, думала, может, не буду брать. Нет. Нет. Расположение к этой колоде идет. Солнце. Солнце. Императрица, солнце. Вы потеряли светлую полосу, да, может быть, кто-то вас оттолкнул на какое-то время, но вы на нее выходите однозначно. Но тут еще. Солнце — это кольцо. Кольцо над головой, ключ. Вы теряли цепочку, кольцо. Солнце — это уже не когда ты спишь, это когда ты встаешь, значит, еще что-то, не знаю, такое, телефон, наушник, наушники, да, флешку с песнями, допустим. Что вы слышите? Вот как будто бы цепочка, кольцо, наушники. Что-то вот в этом роде. Вы что-то теряли, мелкое. Но это знак, это жизненный знак. С этой вещью ушло, если вы переживаете, вообще перестаньте переживать за это. Кольцо, даже если дорогущее кольцо, не переживайте. Это был откуп от того дьявола, что здесь выпрыгнул. Серьезно. Как будто бы вас еще дальше хотел кто-то столкнуть, как будто бы жизнь отнять, чтобы у вас солнышко больше никогда не встало в вашей жизни, не поднялось. Ой. Что еще? Какие жизненные знаки еще? Карты покажете. Книга. Мечевой король. Семерка. Вы встречали человека, кстати, у вас такое могло быть, но и у какого-то человека, который начинал вести себя странно без причины. Да, кстати, у вас тоже. А ну почему? Потому что сила просыпается. Потому что просыпается то, что было закрыто очень-очень долго, и то, что было своровано.
из вашей жизни, просыпается. Если вы, действительно, это вообще большущий знак, если вы вот, ну, не знаю, на днях, либо там, не знаю, месяц назад, но вы себя вот именно, я не знаю, как еще сказать, странно начали вести, без причины, допустим, без причины вспылили, плакать начали, я не знаю, там, это что-то выходит, это такое плохое, у меня опять мурашки, это что-то плохое выходит, такое прям, я даже не знаю, как описать это. Это как темная поземка, как будто бы оно вообще не легкое, а как будто как жижа какая-то стекает с вашей ауры и уходит вот просто вот в ямы, как точная канава какая-то. Это карта силы. Кто бы на вас вот так зло не смотрел, не делал вам, все, они уже бессильны становятся. И да, ждите правду какую-то. Вот от карт по книге, как книга открывается и переписывается страничка. И человек все-таки мужчина, больше как мужчина. Смотрите, если вы, кстати, если мужчина смотрите, у вас тоже мужчина будет как правду какую-то откроет, или все-таки женщина? Восьмерка. Знаете, что здесь будет? Здесь мужчина, реально мужчина. Женщина, она хочет что-то сказать, а может быть даже закрывается. Видите, как руки подняла? А вот какой-то мужчина про эту женщину, он что-то расскажет, какую-то правду. Вот именно мужчина. Ждите мужчину, он какую-то правду скажет. И вы попрощаетесь с тем, что вас очень сильно мучает, тревожит и беспокоит. Какой-то мужчина. Да, может быть, что вы видели, кто-то странно себя ведет без причины, не знаю, беспонтанно, как это еще сказать, да? Но это и есть тоже какой-то вот жизненный знак, что что-то вот как аж трясет, но оно выходит, эта грязь. Да, весь расклад, сегодня в мурашках сижу, весь расклад. Сейчас зазвонит телефон у кого-то. Или смс-ка придет. Что еще карты хотите сказать? Здесь не просто идет недосказанность, здесь реально ложь какая-то. Человек, который не был честен, как я уже говорила, до конца. Но что еще? Такое впечатление, что вот момент пришел, но мужчина, вот мужская энергия туда-сюда в этом раскладе, как будто бегает. Момент, когда все выходит наружу, источник. И вы это как будто бы вот как этот парень, да, что-то пьет, как источник, воду, да, из этого источника. Вот как будто бы вы отбрасываете все свои, как капканы, не знаю, что вас очень сильно держало, что вас очень сильно напрягало, как скованность какая-то. И вы выбрасываете, и вы как будто бы просто вот расслабляетесь. Вот момент, когда многое что выйдет наружу. Может случайно, может неожиданно и резко, но это ваш момент. Это ваш момент. Что-то мужчина, вот мужчина что-то несет. Дальше. Десятка мечей. Пятерка мечей. Четверка жезлов. Из лабиринта выход на стабильность хорошую такую, где есть защита. Ну вот он проявляется, эта гадость. Какой-то осьминог
проломил дом, да, вот это как будто бы в вашу жизнь ворвался. Кто-то проговорится. Знаете, как будто бы лишнего. Вот вроде бы не хочет, да, вот как убегает от ответственности, от правды, но проговорится. Сильный разговор будет. Сильный разговор будет, но с человеком, которого вы знаете. Не такой, не прохожий, нет, которого вы не знали и вдруг познакомитесь. Хотя будете с кем-то знакомиться, да. Где-то вы познакомитесь, не знаю, где, на какой-то, не знаю, празднике, либо какое-то путешествие, поездка у вас будет, но вы познакомитесь с новыми людьми. А это уже весточка в то, что о чем вы мечтали. О чем вы мечтали, что-то новенькое будет в вашей жизни, новые люди, интересные знакомства, может быть, да. Ну, наконец-то хороший, четкий разговор, да, о будущем, либо просто так поболтать. Но вот из прошлого какой-то холод идет. Королева кубков. Какой-то холод. О, верховная жрица, закрытость. Вот мужчина думает, что же сказать? Что же сказать? Почему ты в этот расклад пришел? Мужчина, ну почему? Страшный суд над ним сейчас идет. Либо он проводник. От какого-то человека будет посыл через него передан вам. Страшный суд выходит. Смотрите. Этот разговор резко что-то поменяет. Поменяет понятие, как себя вести. Странно, но да, ответ такой идет. Как себя вести в какой-то ситуации, вот вы поменяете свое решение. И этот ответ, вот это важное что-то. Это правда. И дороги назад уже не будет. Какой? К плохому, слава Богу. Когда будете разговаривать, обратите внимание на его взгляд, на его жесты, и будет ли нервозность. Либо, если будет, наоборот, полное какое-то такое вот игнорирование, какая-то такая пустота, это тоже будет вам знаком, что именно он говорит и как именно понять. Это очень важно, потому что отсюда вы увидите правду. Через это вы увидите правду. Это очень сильно изменит вашу жизнь. Это момент, после которого вы уже реально не вернетесь туда, куда уже и не надо. У вас новые пути. Шестерочка мечей — это выход из чего-то давящего. И пятерка кубков тоже. Да, где-то есть переживания, но попрощайтесь с плохим и будете радоваться. Карта прощания. Опять выход из лабиринта. Это прекрасная карта, четверка жезлов. Это когда 4 жезла, это как обереги со всех сторон. Выходит дьявол. И девятка — это очищение от дьявола. Опять выходит девятка кубков, как святой источник. И очищение от дьявола. Именно после дьявола выходит вот это вот. Это значит 100%, 1000000% ваша жизнь очищается. Недаром я услышала вот это вот перед раскладом, да, вот этот, скажи какой-то вот, поищи правду. Ну вот это слово правда, правда, правда. Вот я и назвала так этот расклад. Вот, пожалуйста, карты открываются. Карты открываются. Мужчина. Что еще ты хочешь сказать через карты пока что? Любовь к тебе идет, признание. Ну, это двоечка. Любовь идет, признание. Подвешенная ситуация. И новое, как вырывается в вашу жизнь, как теплое что-то горячее, новое. Подвешенная ситуация, наконец-то открываются шторки в вашей жизни. Это, знаете, это тот момент, когда еще плюс ко всему, что здесь карты говорили,
Когда вы чего-то ждете, 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 а оно ну никак и никак, ну никак, а так уже хочется от чего-то избавиться, либо чтобы что-то само прошло, чтобы началось что-то новое. Вот, вы на пороге этих событий. Как будто пелена с глаз упадет и дороги откроются. Вот как действительно шторки откроются, и вот эта подвешенная ситуация просто покажет себя с другой стороны, и вы выйдете из нее. И вы выйдете из нее, где будут вас приветствовать интересные моменты. Ну, серьезно. Вот как. Да, у вас, кстати, будет какое-то резкое желание что-то закончить и начать заново. Очень захочется вот именно. Наконец-то, как откроется возможность, как руки развяжутся. Вы начнете по-другому смотреть на себя. Вы не будете убегать от каких-то, от чего-то, от чего хотелось бы убежать. Оно само от вас убежит, давайте я так скажу. Оно само от вас убежит. Ну да, следом идет звезда, звезда в ваших руках. Вот, мужчина выходит, да? Очень хочет с вами встретиться, поговорить. Что-то важное у него прямо сейчас уже. И через этот реально разговор, либо даже через этот разговор через карты, у вас действительно вот десятка пентаклей и в этой колоде выходит. У вас действительно открывается что-то нужное. А по восьмерке здесь как будто выходите реально из клетки, из ограничений каких-то, из тех лап, этих, не знаю, магических воздействий. Вы выходите. Я в конце скажу слова. Повторите. В конце расклада я скажу слова. Есть у меня на примете именно для этого расклада. И чтобы эта энергетика этого расклада вас лечила. Только на Ютубе, не забывайте. Только на Ютубе. Потому что если воруют видео мои на другие платформы, она не действует там. Только здесь. У вас, десятка и этих кубков выходит. И колесница, новые дороги. Резко изменится настроение в лучшую сторону по десяточке. Внутренняя ясность какая-то вот наконец-то появится. Мужчина, все-таки скажи. Император есть, но лазит он здесь. Сегодня в раскладе лазит. Вышел ведь, а? И в начале, и в середине чувствую его, и вот он. Еще и позвала. Мужчина, император выходит. Знаете, что он хочет сказать? Кстати, давайте так. Что ты хочешь сказать? Говори. Говори через расклад. Либо передавай от кого-то. Звезда. Бывает, что на небе тучи, и звезды не видно. Что ты хочешь? Ты не все так поняла. Ты не все так поняла. Я не хотел тебе говорить, чтобы не ранить. Так? Да, еще и по дьяволу. Но ты ранил, да? Или кто-то ранил вас? А по дьяволу, да, он хочет сказать, это ничего не значит. Я не знаю, может быть, у вас есть какие-то вопросы, поэтому здесь отрывки. Ты не все так поняла. Я не хотел тебе говорить, чтобы не ранить. И я вижу его фразу «это ничего не значит». Я не знаю, может, у вас есть реально какой-то разговор, который вас по дьяволу ранил так, да? И вы, может быть, по звездочке реально вот как поняли не так, либо поняли все правильно, но мужчина хочет повернуть все как бы в свою сторону, да, как-то, чтобы и вам тоже стало легче, наверное. Может быть, посыл через карты для вас как очищение от чего-то плохого психологически, чтобы в голове вот эти вот мысли, которые давят, да, и делают вас закрытой иногда от внимания других людей,
своего внимания к кому-то, да, вот это чтобы ушло. Я еще тут слышу от него фразы, как, ну вот материальная выгода, да, эта карта, это девяточка. Для меня не важно, говорит, деньги не важны, для меня важна ты, но, что но? Потому что он чувствует, наверное, вас проводником в этой жизни, что вы сильнее, чем он, но он боится это сказать и никогда, может, не скажет, я хочу быть императором. Либо другая женщина, вот, которая через мужчину будет передавать, либо еще кто-то через мужчину этого будет передавать. Даже на этот расклад. Еще я вижу. Но по умеренности давай не будем все усложнять. По восьмерке отвергнутый успех, отвернутый успех. Я сам запутался, говорит этот мужчина. Я сам запутался. Либо я сама запуталась. Что-то такое идет. Я думал, так будет лучше, но мне пришлось уйти. Я думал, так будет лучше. Уход. Я думал, так будет лучше. И последнее что-то. Хватит, мужчина. Мир. Я хочу помириться. Поэтому я хочу сказать, что ты слишком много накручиваешь на себя того, что не надо. Да, сегодня расклад, конечно, но, мужчина, я тебя открыла немножко. Ну, все вроде бы. Вот, для вас, королева жезлов, все это было как бы, да. Ну, мужчина, если смотрите, как бы для вас, от королевы, допустим, жезлов, да, и вот эти быстрые новости, вот эти вопросы, как будто бы фразы просто, да, вот они, по восьмерочке. Вот. Собираем. Давайте напоследок посмотрим. Я не знаю, что еще про него. Но он придет, вы будете разговаривать. Либо услышали здесь то, что вам надо было. Реально. Но напишите в комментариях. Я его специально вызвала, потому что он с начала расклада здесь. Хотя расклад, я думала, просто на судьбу, на дороге, да. Но он тут вот сильно энергетически он здесь сейчас присутствует. Он что-то в этот момент, этот человек действительно к вам несет. Будет ли у тебя открыта дорога, чтобы это все сказать? Ну, по верховной жрице он очень хочет открыть. Видите, у него на коленках книга закрытая. Он хочет открыть эти дороги, он хочет с вами встретиться. Но верховная жрица — это типа сюрприза. Верховная жрица не открывает ответ, не делает. Он действительно боится чего-то, этот человек, который нужен вам сейчас. А может и не нужен. Может быть, у вас уже через расклад все очистилось. Смотрите, если вы в раскладах, вот, которые я делаю, да, понимаете для себя то, что действительно оно идет к вам, да, вот вы видите, слышите, чувствуете. И если вам становится реально лучше, значит, это для вас. Именно послание. И тогда высшие силы, они как будто бы закрывают возможные даже встречи, которые ни к чему не приведут. Но если что-то действительно надо, чтобы до вас дошло еще чуть-чуть, вот посильнее, то человек придет. Человек придет, и вы будете разговаривать. И тогда вы точно решите, где эту страничку открывать и какую перелистывать своей судьбы, своей жизни, своих дорог. Но я точно скажу, даже после этого расклада у вас идет очищение просто превосходное. Просто превосходное. И вот эти вот люди, которые делали вам плохо, это они теперь будут мучиться головными болями, какими-то страхами своими, какими-то, не знаю, слезами будут умываться, да, чистыми или накрученными, но своими уже там. А вы идете с гордо поднятой головой в новый свой путь. Ореол счастья, он с вами. Вы выходите из тяжелого, и ваши враги получают по заслугам. Отчаяние, жестокость, жесткость какая-то, это все уходит вашим врагам. Вот. И если с какой-то этой фразы человек начнет разговор,
реальной жизни, да, вот после расклада, там, в ближайшее время, это именно эти слова, которые вот весомы, и за ними будет скрытая правда, которая откроется. Вам станет лучше, легче, перспективнее, надежнее, и вообще супер. Честно, честно, 100%, миллион процентов. Именно с этого, вот эта честность, да, идет с этого расклада. Так, что вам еще поспрашивать для вас у карт? Что еще? Давайте посмотрим финал, а потом я прочитаю волшебные слова. Я их люблю так называть. Волшебные слова, которые укрепят вашу силу, ну и будут рядышком с вами, как ангелы-хранители. Так, финал. Финальное что? 13-й все-таки выходит. 13-й. Трансформация. Это, знаете, это может произойти уже очень близко к вам. Вот оно близко к вам. Кстати, в доме, где-то вот в вашем доме, в привычной обстановке, где вы чувствовали себя спокойно, в последнее время какой-то разговор будет по телефону, либо кто-то придет. Может быть, по телефону вам кто-то скажет, давай где-то встретимся, и вы выйдете где-то вот встречаться и будете разговаривать. Но в доме как будто бы что-то зарождается. Как будто бы что-то зарождается. Если вы сейчас на кухне, если сейчас ближе к вечеру, то это момент, когда вдруг приходит что-то, не знаю, какое-то, как осознание, как понимание, как новая идея, как новый человек в вашу жизнь. Что-то такое хорошее. Но этот 13-й аркан, это вообще, тем более на финал этого расклада, ну, напоследок, как я всегда говорю, да, это что-то сильное. Именно где-то вот в тишине вы поймете, из какой, ну, это семерочка, из какого нестойкого положения, нестойкой жизни, какой-то шатающейся, какой-то обманной, вы выходите. Семерка мечей к звездам своим. И звезды наконец-то открываются. Значит, эти тучи были как обман. Предательство — это тоже обман, ну, своего рода, конечно. И мир. 13-й и мир. Мир, гармония, ждите мира в свою жизнь. Это ваше время. Вот звезды открывают вам путь. Помиритесь. Может быть, куда-то поедете в очень хорошее путешествие. Может быть, вы там, где сейчас надо быть. И ваша крыша, да, ваш оберег именно вот в том месте, где вы сейчас находитесь. Эта карта может говорить такое, что ты не пошла, ты не там, где могла бы потерять многое. Ты вышла на свое, где тебя защищают. Вот так вот. И вот как будто бы с этого момента вот это вот плохое, лживое, подлое, оно уходит, правда, оглядываясь, но звездочки начинают тебе светить и показывать многое. От него не уйдете. Но назад, вот в это, слава Богу, дороги уже нет. И да, если у вас, еще раз хочу сказать, если у вас есть вот эти, если бы я туда пошла, если бы я поехала, если бы я была не с ним, а с тем, или еще какие-то, поступила бы учиться туда, да, или наоборот, не стала бы учиться. Если у вас если бы. Очень часто, точно знайте, сегодня именно такой посыл, что это правда. Это правда. Что то, что вы считаете, что прошлым вы управляли и могли бы, да, что-то переделать, нет. Вы просто делали так, как на тот момент было надо, чтобы не усугубить, чтобы не испортить, чтобы вообще не потерять свою жизнь, веру, здоровье
и все остальное, любовь, ну, много можно перечислять. Да. Так, давайте. Сейчас еще пару карт, и я говорю слова. Можете прям за мной их повторять. Можете просто, не знаю, как их там еще провернуть, записать даже в комментариях можете, чтобы они вот в этом раскладе играли своими энергиями защиты. Да, в комментариях под видео, потому что видео я сюда обязательно, еще после того, как завершу, отключу я на это видео, скажу оберег защиты для вас. Только на ютубе. Только на ютубе. Эта сила есть. Так. Вот туз мечей, как вот держите в своих руках. Вот все плохое у вас под ногами. Материальную выгоду получать будете скоро. И вот большущая карта фортуны и судьбы вашей. Колесо крутится. На дне колоды уходит. Так, про это я еще скажу. Уходит обман, ложь. Так. Смотрите слова. Господи, обереги меня своей святой рукой. Именно такими словами. Господи, обереги меня своей святой рукой. Отведи от меня все злое, чужое и нечистое. Наполни мою душу светом, силой и покоем. Пусть истины откроются мне во благо, а все лишнее уйдет и не вернется. Да будет со мной Твоя защита и Твоя воля. Аминь. Давайте еще 2 раза, да? Господи, обереги меня своей святой рукой. Отведи от меня все злое, чужое и нечистое. Наполни мою душу светом, силой и покоем. Пусть истины откроются мне во благо, а все лишнее уйдет и не вернется. Да будет со мной Твоя защита и Твоя воля. Аминь. Господи, обереги меня своей святой рукой. Отведи от меня все злое, чужое и нечистое. Наполни мою душу светом, силой и покоем. Пусть истины откроются мне во благо, а все лишнее уйдет и не вернется. Да будет со мной Твоя защита и Твоя воля. Аминь. Все лишнее уйдет, как я и говорила во всем раскладе, и не вернется. И вы императрица. Так, по поводу вот этого на дне колоды. В принципе, словами сильными, волшебными, да, я сказала. Но на ближайшие 2 дня уходит 13 из всей колоды. Луна открывает свое. Темная сторона Луны заканчивает свое существование. Светлая сторона рождается. Ну, потому что 13-й аркан — это аркан смерти и жизни, рождения. Да? Что-то вот темная сторона уходит, а светлая рождается. Так что однозначно это уже вот, значит, уже сейчас. Уже сейчас. Вот такое вот происходит в вашей жизни. А еще есть какая-то подсказка или все? Ну, все в твоих руках. Да, королева пентаклей, все в твоих руках. Будешь вот туз мечей — это разговор, это прояснение, это, может быть, что-то ложь какая-то откроется, может быть, что-то новенькое скажется, куда-то откроются двери. Вот. И подвешенное состояние уходит, да? Да. Принцесса мечей, вы сами себе его просто вот убираете. Ну и сама судьба. А вы сами даже вот этими волшебными словами. Вот вы убираете подвешенное состояние своей жизни.
Смотрите, в ближайшие 2 дня, вот если просто говорить, да, будьте внимательны. Кто будет с вами разговаривать, следите за его жестами, ну то, что я уже перечисляла, чтобы он где-то вас не обманул. И вы откроете для себя истину. Ну вот это как предупреждение по мелочам. А так все просто великолепно. Сила. Еще раз на дне колоды, но уже сила идет. Сила у вас. И дай Бог, чтобы она была сильной и радостной, во благо, да, во благо. Все, на сегодня все. Вот такой расклад получился. Буду еще, если вдруг какая-то подсказка до всех этих моих раскладов там или каких-то мыслей, что вам вот какой лучше сделать расклад, а оно само как-то идет, да, как будто даже кто-то из вас просит. Вот это хотите узнать, вот это. И мне вот одним словом идет что-то, допустим, или просто даже названием или каким-то видением. И я уже начинаю этот расклад, а отсюда уже выходят какие-то ответы там, да. Вот. В общем, буду делать вот так, да. Стараться, если вдруг так, то именно просто с какого-то слова буду делать расклад. И пишите, да, напишите мне в комментариях. Хотите эти волшебные слова, напишите все на бумажечке. Хотите в комментариях под общий на YouTube-канале моем, да, на Тарот, защиту такую, да, силу, какая сила. Или же, да и не или же, а просто напишите, может быть, был ли ответ даже вот в этом раскладе, да, или какой вопрос, может быть, вы хотите задать. Если я его увижу, я обязательно его перепишу и буду отвечать. Потому что этих комментариев много, и как бы по своей личной жизни, да, у меня тоже очень много дел. Успеваю, читаю. В этом раскладе, там в комментариях, в другом обязательно найду, обязательно даже просто, если вы напишете, а я его либо пропущу нечаянно, либо там лайк свой не поставлю. Но в каком-то из раскладов обязательно он сам по себе войдет. Вот войдет в ответ. Это я уже знаю, это уже мне даже писали некоторые люди. Поэтому, да, так происходит. Все, на сегодня все. До встречи. До встречи. Счастья вам, огромное здоровья, сильного во благо, чтобы действительно все было и плохое уходило. Да будет так, да? Все, увидимся, услышимся, на связи. Оставайтесь со мной. Следующий расклад будет уже скоро. Все.